Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. На этой неделе у известной телеведущей и врача-терапевта Елены Васильевны Малышевой продолжилась конфискация имущества. Были арестованы 4 виллы и 2 загородных дома на территории Российской Федерации, ближнего зарубежья и в дальнем зарубежье, в частности в странах Италия, Греция, Болгария и Соединенные Штаты Америки. Общая сумма конфискованного имущества составила 13 миллионов долларов. Помимо этого, в связи с многочисленными жалобами со стороны российского населения, у Елены Малышевой были закрыты 4 медицинские клиники в городах Владивостоке, Самаре, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. К слову сказать, что на данный момент все программы с участием Елены Малышевой выходят в записи, так как сама Елена Васильевна уже второй месяц находится в следственном изоляторе города Москвы по обвинению в некоторых преступлениях, среди которых финансовое мошенничество и нанесение вреда здоровью человека. Антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым требует, чтобы на центральном телевидении немедленно прекратились передачи с участием Елены Малышевой, так как Елена Васильевна полностью дискредитировала свое имя тяжкими преступлениями. За последние дни на территории Российской Федерации были открыты 3 филиала антикоррупционного комитета в городах Рязани, Октябрьском и Ростове-на-Дону. К слову сказать, что в Ростове-на-Дону уже работает 2 филиала антикоррупционных комитетов. Всего на данный момент на территории России работают 72 подобные организации. Команда Никиты Михалкова продолжает активную деятельность против коррупции и преступности в российском шоу-бизнесе и высших эшелонов власти. Накануне прошли обыски в квартирах таких видных государственных деятелей, как Татьяна Голикова и Ольга Любимова. Помимо этого, по требованию антикоррупционного комитета были арестованы и сняты со своих должностей наиболее коррумпированные чиновники в таких городах, как Владивосток, Калининград, Самара и Волгоград. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. На данный момент в страшных мучениях, в критическом состоянии здоровья находится известный артист, главный герой фильма «Гардемарины вперед» и член антикоррупционного комитета Дмитрий Харатьян. Чрезвычайное происшествие произошло накануне утром. При выходе из подъезда собственного дома и садясь в свой автомобиль, в машине Дмитрия Харатьяна сначала произошло возгорание, а позже прогремел взрыв. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, в автомобиле Дмитрия Харатьяна было заложено взрывное устройство, которое сработало в тот момент, когда Дмитрий Вадимович садился в автомобиль. Существует версия, что нападение на Дмитрия Харатьяна напрямую связано с антикоррупционной деятельностью, ведь в последнее время Дмитрий Вадимович участвовал в опасных антикоррупционных проверках в городах Волгограде и Челябинске. На данный момент состояние Дмитрия Харатьяна критическое. Самое печальное заключается в том, что при нападении у артиста серьезно поражена нижняя конечность и существует опасность ее ампутации. К сожалению, еще одна печальная новость о членах антикоррупционного комитета известных артистов. Сегодня эстрадный певец Алексей Глызин рано утром был госпитализирован с диагнозом обширный инфаркт в одну из больниц города Москвы. Состояние артиста тяжелое. Напомним, что Алексей Глызин работает в антикоррупционном комитете с января месяца текущего года. Накануне сотрудники антикоррупционного комитета совместно со службами ОМОНа и спецназа завершили крупную операцию по аресту и конфискации замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина
в деревне Грязи. Ситуация была настолько шокирующая, что замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина пришлось арестовывать в буквальном смысле с помощью штурма. Стало известно, что причиной для штурма замка стало шокирующее событие. Во время отсутствия Аллы Пугачевой и Максима Галкина их замок в деревне Грязи стала использовать для временного пристанища одна из крупных преступных группировок города Москвы. В связи с постоянными жалобами от местных жителей и преступлениями, которые совершала группировка, сотрудники антикоррупционного комитета и полиция были вынуждены вмешаться в конфликт и обезвредить опасных преступников. В результате ареста и захвата преступников в замке были обнаружены запрещенные вещества, колоссальная сумма финансовых средств и опасное оборудование для жизни человека. На данный момент следствие выясняет, как преступники могли оказаться в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Знала ли об этом сама Алла Борисовна, или же преступники действовали самостоятельно. Завтра утром важнейшее событие состоится в жизни сына члена антикоррупционного комитета Руслана Байсарова и певицы Кристины Орбакайте Дэни Байсарова. Молодого человека готовят к сложнейшей операции по удалению злокачественной опухоли внутренних органов. Чрезвычайная сложность операции заключается в том факте, что Дэни Байсаров на данный момент находится в состоянии комы. От операции целиком и полностью зависит, сможет ли молодой человек вернуться к нормальной жизни или же останется в критическом состоянии. Напомним, что молодой человек уже почти 1,5 года живет с одной почкой, так как он стал донором для своей сестры и спас ей жизнь. На днях был озвучен приговор для известного певца-шансонье Михаила Шуфутинского. Зрители со стажем могут помнить, что несколько недель назад Михаил Захарович обвинялся в смерти своей супруги, модели Светланы Юразовой. Во время одного из музыкальных концертов в гримерке Михаил Шуфутинский застал свою супругу в компании молодого певца во время сцены измены и лишил жизни свою супругу. Было доказано и установлено, что свое преступление Михаил Захарович Шуфутинский совершил в состоянии аффекта. Наказание для певца – 5 лет лишения свободы условно. Очень приятная новость о сотрудниках антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. У известного артиста и члена организации Максима Дрозда родился внук, а у известного телеведущего Николая Дроздова 2 правнука-близнеца. Сегодня день рождения празднует известная советская и российская актриса, член антикоррупционного комитета Наталья Варлей. Наталья Владимировна работает в организации по борьбе с преступностью и коррупцией уже почти целый год, и ей исполняется 77 лет. Помимо этого, сегодня отмечает 74-й день рождения также член антикоррупционного комитета и известная советская и российская актриса Светлана Николаевна Крючкова. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.